Продолжая тему о растениях, способных расти в тенистых и влажных местах, хочу рассказать еще про один малоизвестный садоводом средней полосы кустарник, который называется клетра. Это интересное и неприхотливое растение в природе произрастает на североамериканском континенте и в Азии. Клетра хорошо приживается не только в тенистых, но даже в заболоченных садах. Она хорошо подойдет тем садоводам, у которых участки с высоким залеганием грунтовых вод. Этим растением можно украсить самые проблемные сырые места, а также те уголки сада, куда ненадолго проникают лучи солнца. Несмотря на свою теневыносливость, клетра еще и симпатично цветет. Одной из наиболее неприхотливых культур считается вид клетры ольхолистной. Растение радует не только своим ароматным цветением, но и выносливостью к болезням. Ольхолистная клетра цветет в июле-августе. Есть сорта, которые цветут по сентябрь. Этот стойкий к тени кустарник способен выпускать свои соцветия, даже произрастая в самых проблемных уголках сада. Но все-таки максимально обильно цвести она станет на более солнечном расположении. Конечно, при поддержании влажности почвы. Клетра– это влаголюбивый кустарник, который в природе встречается вблизи водоемов, на морском побережье, на подтопляемых и даже болотистых участках. Его также можно увидеть произрастающим во влажных лесах. Растение очень любит питательную гумусную почву со слабокислой реакцией в пределах 5–6,5 pH. Высота кроны отличается в зависимости от сорта. В основном она не превышает 1,5–2 метра. Для самых маленьких садов и создания бордюра можно подобрать карликовые растения, как, например, сорт калибри. Его высота в пределах 60–90 сантиметров. Листья темно-зеленые, глянцевые, а соцветия длиной до 15 сантиметров и чем-то напоминают душистую черемуху. Кстати, этот сорт был награжден золотой медалью садоводческим обществом Пенсильвании. Клетра ольхолистная имеет среднюю скорость роста. Ее годовой прирост составляет около 15–20 сантиметров. На солнце растение имеет более активный рост. Есть также сорта клетры ольхолистной не только с белыми, но и розовыми цветами. В садоводстве популярно считается клетра Ruby Spice с очень душистыми розовыми соцветиями длиной 10–15 сантиметров. Также интересный розовоцветный сорт Pink Spire. Это более активно растущий кустарник с полураскидистой кроной высотой до 1–1,5 метров. Его кремово-розовые душистые цветочки собраны в причудливые соцветия свечи, достигающие длины 15–16 сантиметров. Также популярный сорт розеа. Его цветы в самом начале раскрытия нежно-розовые и постепенно меняют расцветку на более светлую, почти белую окраску. Среди разнообразия декоративных сортов есть также растения с эффектной пестрой листвой. К таким относятся клетра Grills Calica Select. Но даже у самой обычной видовой клетры ольхолистной листва насыщенной либо темно-зеленой окраски с характерными зубчиками по краю. Листья распускаются немного позже по сравнению с другими кустарниками. Осенью крона клетры облекается в яркий золотистый наряд, который долго не опадает. Одним из немаловажных преимуществ этого кустарника можно считать его устойчивость к морозам. Ольхолистную клетру выращивают в пятой и четвертой климатических зонах. Ее зимостойкость составляет до минус 29–30 градусов, а в некоторых интернет-источниках пишут, что она выносит понижение и до минус 35 градусов. К тому же этот кустарник цветет на побегах текущего года, а это значит, что даже если его побеги частично обмерзнут, растение все равно зацветет уже на молодых приростах. Клетра хорошо поддается формировке стрижкой. Вы всегда можете удерживать ее крону в необходимых вам пределах. Из посаженных в ряд кустарников легко создать невысокую живую изгородь или бордюр. Клетра хорошо смотрится отдельно посаженной и особенно группами. Она отлично подходит для декорирования тенистых уголков, вересковых садов, сырых и прибрежных зон, а также в притенении заборов и стен построек. Этот кустарник подходит для садов в природном стиле и проблемных тенистых мест. Особенно он хорош там, где имеется более кислая и влажная почва. А вот щелочную pH и сухой грунт клетра не любит. Ее соседями могут стать рододендроны и листопадные азалии, леукотои, пиерис японский,
гортензии, вересковые и хвойные культуры. На открытых солнечных участках ей менее комфортно. К тому же там вам придется ее чаще поливать и обязательно мульчировать приствольный круг. Этот декоративно цветущий кустарник не доставит вам особых хлопот по уходу и сможет расти даже на самых заболоченных и проблемных участках. Клетра порадует видом глянцевой листвы, но особенно своим ароматным цветением. Ведь цветет она в тот период, когда многие кустарники в саду уже отцвели. Для поддержания максимально декоративного вида ранней весной проводят санитарную обрезку кустарника. Все слабое, старое и подмерзшее полностью удаляют. Кроме этого, не лишним будет проводить более кардинальную, омолаживающую обрезку ранней весной, до начала сокодвижения. Крону клетры укорачивают на высоту 20 сантиметров от уровня земли, но делать это можно не чаще одного раза в несколько лет. Также садоводам холодных регионов первую пару лет молодые саженцы на зиму придется укрывать, а их приствольные круги высоко мульчировать. При желании вы также сможете размножить этот кустарник. Делают это методом черенкования, отводками и укоренением боковых веток. Также высевают семена. Они имеют хорошую всхожесть и не требуют предварительной стратификации. Клетра – это отличный вариант для проблемных тенистых садов. Она не потребует от вас особого ухода и будет каждый год радовать своей глянцевой листвой и ароматным цветением. А осенью украсит ваш сад своим золотистым нарядом. Я буду всем благодарна, кто поделится своим мнением по этому растению. Какие еще кустарники вы посоветуете для посадки на влажных и затененных местах? Не забывайте также подписываться на наш канал. С нами вы узнаете о самых разных и прихотливых и редких растениях и о том, как за ними ухаживать. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до следующих встреч в нашем добром саду.